В начале Библии мы встречаем удивительную историю об Адаме и Еве, живущих в Эдемском саду. Там все превосходно, все именно так, как должно быть, кроме одного дерева, плоды которого Бог запретил есть, потому что оно опасно и может убить их. То есть просто избегайте этого дерева, и все в порядке? Да, все кажется проще некуда, но в саду появляется змей и начинает рассказывать другую историю. Он говорит, что если попробовать плод с дерева, то на самом деле смерти не будет, а они станут похожими на Бога. Адам и Ева верят змею и пробуют плод. Из-за этого прелести сада теряются, а в прекрасный Божий мир входят зло и смерть. Но откуда в Эдемском саду взялся говорящий змей? Я имею в виду, это проблема. Да, это довольно странно, но еще более странно то, что Библия не объясняет, каким образом или почему он там появился. Она просто описывает змея как создание, выступающее против Бога, желающее подвергнуть сомнению благость Бога и направить людей на путь смерти. Итак, чем бы ни был тот змей, он источник зла, который даже сегодня переполняет наш мир. Но при этом есть и надежда, так как прямо в этой истории Бог дает Адаму и Еве довольно интересное обещание. Он говорит, что в будущем придет человек, сын Евы, и поразит змея в голову, при этом уничтожив зло в корне. Однако во время этой битвы змей укусит человека в пяту. Это как взаимное уничтожение. Да, это весьма странное, но прекрасное обещание, которое не начинает исполняться до определенного ключевого момента, когда Бог выбирает человека по имени Авраам и говорит ему, что через его семью вновь благословятся все народы мира. Следуя линии потомков Авраама, мы видим одного из его внуков по имени Иуда, которому Бог обещает, что от него произойдет царь, за которым последует весь мир. Этот царь принесет мир и гармонию, и будет много еды, вина, молока, виноградников, и все будет здорово. Первым царем из колена Иуды становится царь Давид, и он герой. Может, он тот, кто поразит змея? Но оказывается, что Давид заражен тем же злом, что и остальные люди. Он не может победить змея, происходит даже наоборот. Тем не менее, Бог обещает Давиду, что этот царь произойдет из его рода. Но дальше в этой истории все поколения его сыновей один за одним оказываются полными неудачниками. Они сдаются змею, выбирают зло и идут на поводу денег, секса, жажды, власти, поклоняясь иным богам. Все пошло настолько плохо, что израильский народ практически разрушен до основания, и его захватывает могущественная и злая Вавилонская империя. И теперь уже просто нет царей, чтобы обещание выполнилось. Кажется, что план провалился. Но на протяжении всех этих темных дней существовала интересная группа людей под названием пророки. Они не переставали говорить о грядущем царе и напоминать об обетовании его прихода, победы над злом и восстановлении райского сада. Один из этих пророков, Исаия, рассказывает больше о том, почему этого царя кусает змей. Исаия говорит, что обетованный царь получает эту рану из-за человеческого зла, и она убивает его, но затем, внезапно, он оживает. Исаия говорит, что из-за этой раны он может стать источником исцеления для других. Но Старый Завет заканчивается, а долгожданный царь, о котором все говорили и который должен поразить змея, так и не появляется. И поэтому, когда начинается Новый Завет, нам представляют Иисуса из Назарета не как обычного человека, а как того, кто исполнит все эти древние обещания. Да, мы видим, что он из колена Давида, Иуды и Авраама. Он ходит, проповедует по всему Израилю и провозглашает, что благодать Царства Божьего уже здесь. Иисус выступает против последствий зла, исцеляя людей и прощая их грехи. Многие поверили, что он и есть обещанный царь. Но Иисус открывает своим последователям, что Он станет царем и принесет мир, когда полностью возьмет на себя последствия человеческого зла. Тот смертельный змеиный укус. И действительно, на первый взгляд, змей побеждает. Эта история могла бы стать трагической, если бы не то, что произошло потом. Иисус воскрес из мертвых. И теперь Иисус имеет власть над злом и смертью. Остальная часть Нового Завета утверждает, что власть Иисуса над злом и смертью теперь доступна и нам, чтобы бороться с последствиями зла в наших жизнях. Но тем не менее, смерть и зло все еще представляют реальную проблему для нашего мира.
Таким образом, Библия заканчивается описанием дня в будущем, когда Иисус вернется и завершит начатое. Он уничтожит змея раз и навсегда, а также восстановит райский сад здесь, на земле.